Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что дождались нашего сегодняшнего прямого эфира со Снежаной Егоровой. Она на связи. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Всем большое спасибо за то, что сегодня в нашем таком прямом эфире вы, вот что ни на есть, ну, скажем так, по-настоящему, да, готовы воспринимать всю информацию, которая поступает отовсюду. Тем более, что все вокруг Аляски сегодня крутится, и понятно. Вылетели борты с российскими журналистами, членами делегации, с всеми. Лавров надел майку СССР, ну вот такое поло, да, в общем, призвал ничего особо не ждать, но, конечно, будет очень интересно. Графики и Трампа, и Путина уже опубликованы, в принципе, они совпадают. И вот вокруг этой Аляски сейчас очень много публикаций. Например, The Telegraph пишет, что это самый опасный момент для Зеленского, потому что, судя по всему, о чем-то договорятся. Есть ли жизнь после Аляски в Украине и к чему все идет? Как вы считываете эти события? Александр, ну, конечно же, есть жизнь после Аляски. Даже на Аляске есть жизнь, как оказывается. Никто не мог даже себе представить, что Аляска, казалось бы, край света в сознании большинства людей, окажется эпицентром этого мира. Ну и, конечно, очень обидно, безусловно, что средства массовой информации западные считают, что главным это событие станет только в жизни Владимира Александровича Зеленского. То есть не целой страны, не 30, 50 или 15-миллионного народа, потому что мы так с вами и не знаем, собственно, сколько украинцев осталось в пределах еще когда-то прекрасной Украинской социалистической Советской Республики и за ее пределами. То есть каждый из нас, и вы, и я, и те люди, которые нас сейчас смотрят, безусловно, от этой встречи жизнь их, возможно, кардинально изменится в лучшую сторону, как мы надеемся. Но, судя по всему, жизнь Владимира Александровича Зеленского может измениться в худшую сторону, как мы тоже надеемся. Потому что, по большому счету, если уж проанализировать все события и информационные потоки, которые в последнее время заворачиваются вокруг Аляски, всех интересует, а что же будет с Зеленским? Почему никого не интересует, а что будет со всеми нами? Потому что мы, например, с вами, Александр, как люди, которые подпали под горячую руку, скажем так, Владимира Александровича, вчерашнего шута и фигляра, а сегодня кровавого диктатора, который распоряжается судьбами сотен тысяч и миллионов людей, так как его левая нога или правая ноздря захочет сегодня с утра. Вот мы, люди, которые находимся под санкциями, нас тоже интересует, если будут приняты определенные решения, будут ли, соответственно, они сказываться на судьбах людей, которые вот так вот, как мы с вами, занимались тем, что открывали людям глаза на то, что происходит в Украине в последние годы, и каким чудесным образом идет эта прекрасная война, что кто-то лишается домов, жизней, гробы таскают по улицам городов, а у кого-то каким-то удивительным образом растут счета офшорные и не только. Все об этом знают, и никто ничего с этим не делает. То есть как это скажется на судьбах украинцев, людей с украинскими паспортами, граждан этой страны, ну и, соответственно, на близлежащих людей, в том числе на бывших граждан Советского Союза. Я думаю, что Сергей Лавров не зря надел эту футболочку с 4 волшебными буквами, потому что, по большому счету, вот все то, что происходит сейчас на постсоветском пространстве, это, безусловно, результаты распада Союза Советских Социалистических Республик. И все эти войны, все эти военные действия, все эти ужасы, которые мы с вами наблюдаем, комментируем и пытаемся каким-то образом избежать, остановить, предотвратить, конечно же, это результат вот этой геополитической катастрофы 20 века, который случился. И все эти войны все равно это результат столкновений бывших советских республик и, соответственно, их элит. Поэтому, конечно, мы наблюдаем возврат к геополитическим раскладам, который существовал со середины и до конца 20 века.
То есть однополярный мир заканчивается, и он опять становится двуполярный. То есть как это было Соединенные Штаты Америки, фронтмены западного мира, и Советский Союз, фронтмены Востока, опять становятся лицом к лицу, к барьеру, как говорится. И нам только нужно понять, это вообще-то дуэль или все-таки это партнерская игра, где будут раздаваться пасы и будут вновь оглашены новые условия сотрудничества и новые условия большой игры. Ну, поймем мы это очень скоро, потому что, собственно, и графики, и NBC сообщает, что Путина примут с почестями. Ну, то есть все будет очень и очень пафосно. Это действительно исторический день, историческая встреча. Идет развилка определенная, по мнениям. Сейчас в информационном пространстве вокруг вот этой встречи высказываются разные украинские спикеры. Например, нардеп Анна Скороход говорит: ребята, говорит, смотрите, не верьте никому, все возможности есть. Ну, как бы камень преткновения – это обмен территориями, который Трамп сказал «будет», Рубио сказал «будет», все американцы сказали «будут». Видите, правда. Правду говорят нардепы, и в частности Анна Скороход. И, в общем, Потому есть, что она... есть возможность. Говорит, смотрите, мы, вопреки Конституции, приняли курс на ЕС и НАТО, что противоречит вообще нормам. В преамбулу внесли, ничего страшного. То есть вариант. Зеленский может подписать, есть вариант, парламент может ратифицировать, да и референдум можем на скорую руку провести, раз исторический момент, все решается сейчас. Поэтому как бы все успокойтесь, механизмы найдутся. Но тут выходит бывший Кулеба, тот, который любил с Блинкиным на гитаре поиграть, в Макдональдсе откушать, и бывший министр иностранных дел, и говорит: смотрите, это неосуществимо, это вот о чем бы они там ни говорились, ничего не будет. Ну и Зеленский придерживается этой позиции, когда вчера прилетал к Стармеру. В общем, тема обмена территорий, она достаточно остро воспринимается. И вы знаете, даже вот вы говорите про украинцев, которые там пострадали, о них Госдеп выпустил отчет свой, да, там нардеп Шевченко, СМИ, вот это все цензура, вот это весь этот ужас. Но есть же другие украинцы, и в соцсетях украинского сегмента сейчас какая-то такая тошнотворная атмосфера, говорит: смотрите, как это можно, американская земля, тут стоит борт с российским флагом. Повываливались украинцы в Америке на митинги, флаги вывешивают, транспаранты стоят возле дорог, и это все активно разгоняется с украинской стороны. Даже Центр противодействия дезинформации публикует такую публикацию, что смотрите, украинцы против, вот как встречают Путина они на Аляске. То есть раскол неизбежен вокруг обмена землями. Как его смогут подать более-менее удобоваримо? Или плевать? Раскол и раскол. Как это Зарян и Шкиряк говорил, повоняют и забудут. На самом деле, если элиты решат что-то делать и примут концептуальное решение, мы воюем или торгуем. Потому что, по большому счету, за все последние годы, когда мы наблюдаем весь этот идиотизм, происходящий в мире, самое обидное для людей, которые страдают в любом случае в этих обстоятельствах то ли войны, то ли мира, то, что простые люди воюют, а элиты и страны между собой при этом торгуют. То есть люди же сейчас в эру, когда информация практически открыта и прозрачна, и так или иначе, хочешь ты или нет, но до тебя долетают, как говорится, вторяки, так называемые. То есть все равно все видят, все понимают о торговом обмене, например, там критическими, скажем так, товарами, тем же ураном, который поставляется из России в Соединенные Штаты Америки. Все об этом знают, но при этом в информационном потоке, в пропагандистском поле все рассказывают о том, что воюет Россия с Объединенным Западом. И, в общем, все вот это вот, безусловно, до людей долетает, и людей это раздражает. И то, что постоянно какие-то разноликие и разноголосые до нас долетают мнения, конечно, тот самый Кулеба, который планировал
не побоюсь этого слова, выводить за собой дивизии с лопатами для того, чтобы воевать с этими ужасными москалями. Вот тот самый Кулеба, который еще был, скажем так, ученичком какой-нибудь постсоветской или даже еще советской школы, который прекрасно говорит в своей реальной жизни на русском языке, и, думаю, вся его семья прекрасно говорит на русском языке, но с учетом места своего сидения он подключился к определенному информационному потоку. И, конечно, сейчас выпадать из этого потока он не планирует, потому что на этом потоке он нормально налатошил себе бабла, говоря простым языком, и, естественно, он будет продолжать гнуть свою линию. Конечно же, украинцы, которые сидят сейчас в Соединенных Штатах Америки, а не в своей стране, и которые там на птичьих правах, потому что пока идет война, они занимают определенную позицию жертвы, и вокруг этой позиции они выстроили полностью всю свою жизнь. Соответственно, они не заинтересованы в урегулировании этого вопроса, чтобы потом вот этот ужасный Трамп не сказал, что так, мы войну закончили, давайте валите отсюда в свою родную страну, вы ж так хотели вообще что-то строить, давайте стройте свою собственную страну. Так это и есть. Сегодня Wall Street Journal, буквально перед нашей встречей, я напоминаю, в прямом эфире, сейчас 12:43 по Киеву и Москве, значит, вот украинских беженцев вскоре могут начать депортировать из США. 120 тысяч человек, украинских беженцев, под угрозой. С сегодняшнего дня начнут терять правовую защиту, если администрация Трампа не продлит действие программы. То есть их определенные вот эти несколько месяцев, ну вот эти полгода плюс, да, не трогали после вступления Трампа в должность, а сейчас начинают трогать, пишет Wall Street Journal. Так правильно, потому что вообще тенденция по поводу того, что вообще на самом деле происходит в Украине с украинцами, как они относятся к своей собственной власти, кого они поддерживают, какие дымовые завесы они выстраивают по всему миру, как они кричат, что наш найкращий президент. Вы помните, Александр, все эти европейские похождения, где бабки стояли и кричали, что мы молимся на цього Зеленського, мы молимся. Потому что, конечно, им там выдают бабки, они ходят там с своими транспарантами, грудь вперед, значит, рвут на себе тельняху чи вишиванку, розказують, що ми бідні, нещасні, мати померли, батько погоріли, осталося нас 4 дітей, люди добрі, споможіть, хто чим може. И тем временем они получают какие-то свои собственные преференции. Это происходит по всей Европе, а это происходит в Соединенных Штатах Америки. Наших где только нет. Они уже до Бразилии, до Новой Зеландии. И думаю, даже на Аляске тоже пара таких украинчиков найдутся, которые выйдут с флагами и скажут, что вы себе думаете, заканчивать войну, нас это не устраивает, потому что нас и здесь неплохо кормят. Ну а то, что Трамп сейчас пытается очистить свою страну от нелегальной миграции, от эмигрантов, которые создают какие-то сложные ситуации в городе, потому что не все люди приехали в эти страны для того, чтобы там работать, ассимилироваться, там, спрятаться от войны. Безусловно, есть очень много реальных беженцев, которые нуждаются в помощи. Но большинство из них – это просто, скажем так, дети капитана Гранта, не побоюсь этого слова. И то, что произошло, например, в Польше в последнее время на концерте у Коржа, вот эти вот беженцы с такими, значит, накачанными бицепсами, которые зигуют и разворачивают флаги. И то же самое, я думаю, в Украине есть большое количество таких же так называемых пострадавших. Поэтому, конечно, люди уже за годы привыкли, адаптировались к этой ситуации. И они никогда, люди, не хотят, чтобы что-то резко, кардинально менялось. И понятное дело, мы с вами наблюдали, как товарищ Алферов, который сейчас возглавляет Институт национальной памяти, сообщал, что украинцы должны стать амбассадорами Украинушки и выходить на общественные акции КИ. Я уверена, что вот эти все украинцы, которые якобы централизованно и организованно протестуют против вот этой встречи на Аляске, понятное дело, что они организованы, и им бросили клич, что нужно приходить и нужно что-то срочно делать.
Поэтому, конечно, они для картинки, для массовых СМИ, они вышли в этих своих флагах и протестуют. Но мы же не будем забывать, когда вы говорите, Саша, о расколе, что в первую очередь раскол происходит в элитах Соединенных Штатов Америки. Там всегда была двухпалатная система, вернее, двухпартийная, да, ну и двухпалатная, и двухпартийная, то есть они в любом случае всегда находятся вот в этом состоянии полюсов между собой. А сейчас война между демократами и республиканцами, она, по-моему, достигла апофеоза, потому что демократы чувствуют, что Трамп начинает зачищать политическое поле, и, безусловно, он хочет их искоренить, как он называет, осушить Вашингтонское болото. И понятное дело, что от демократической партии, от этих демонов расползлись вот эти вот метастазы раковой опухоли, так называемой демократии за деньги, потому что кое-кто, семья Байдена, его сынок-наркоман и все, кто к ним причастен, они обогащались на этой войне, а кое-кто терял остатки роскоши. Я сейчас говорю не о простых людях, а об олигархах или каких-то людях, которых обезжирили, уничтожили, отмародерили, выбросили на свалку истории. И понятное дело, что это все происходит в Соединенных Штатах Америки. У них вот идет эта дихотомия, идет вот это вот столкновение. И так как в последние годы, десятилетия считалось, что мир однополярен, что Соединенные Штаты гегемон, что все, что там происходит, как говорится, на весь мир распространяется, то огромный сизифов камень упал в эту информационную реку. Не побоюсь этого слова, море, а может быть даже океан. И, конечно, их штормит. У них там происходят все эти события. На нас это все отражается. То есть волна до нас доходит. Ну и Но так как мы уже давно находимся на свалке истории и на краю мироздания, то нам уже терять нечего, Ну, Саша. смотрите, тут такой, всем всегда есть что терять, но нужно же как-то здраво смотреть, и здраво подходить ко всем элементам саммита. Понятно, что там Симоньян говорит, российских журналистов кормили котлетами по-киевски, да. Понятно, что там показывают сезон же на Аляске, там рыболовы всякие, охотники, там негде разместить, там дефицит. Вообще там один человек, это тоже, это же все очень быстро, да, там за неделю они быстро организовали вот этот саммит, и там один человек из секретной службы, пишет западная пресса, что он быстро-быстро начал там распределять, потому что летит же подмога, там всякие там аппаратура, там всякие там приспособления, там коллеги в конце концов, огромное количество будет охранять и Путина, и Трампа непосредственно на Аляске. А там один человек представляет секретную службу на весь штат, и вот он быстро все должен был организовать, и вот как это получается, показывают журналистов, которые лежат вот за шторочкой на спортивной базе, да, ну как военная база, спортивное там отделение, и в общем там кто-то посмеивается, кто-то еще, но все прекрасно понимают, что беспрецедентные меры безопасности, и не просто так россияне и американцы выгуливают самолеты, там же не по одному борту, чтобы прилететь в Аляску, это ведь не просто так, о чем-то точно они договорятся. И вот тут возникает, наверное, самый острый момент. Вчера Ростов, Белгород, сегодня Белгород. Попадание в Рязанский завод «Эластик», пороховой завод, об этом сообщают вот сейчас. 20 человек ранено, пока один погибший, ну там посмотрим, то есть это только что случилось. То есть Зеленский запускает дроны. Справедливо, и в чате нашей трансляции прямо сейчас, там пользователь пишет, и вообще в пабликах, в соцсетях, люди задают вопросы. По количеству не сказать бы, чтобы какое-то огромное количество беспилотников, дронов летит в сторону Российской Федерации. Сейчас, в эти дни, вчера и сегодня. Однако попадания есть, и по домам есть, и жертвы есть. То есть такое ощущение, что создается вот эта вот жуткая картинка кровавого Зеленского, который вот это вот все отправляет. Это раз. Во-вторых, мы видим, что тревоги, например, прошлой ночью, да, был взрыв в Сумах, был еще там взрыв, но как бы тревоги в Киеве не отрабатывались, по большому счету. Сейчас там летает какой-то дрон над Киевом разведывательный, но мы не видим массовых обстрелов со стороны России, а картинка того, что Украина массово бьет в эти дни по России, она же
как бы влияет на саммит на Аляске, повлияет или нет? И что Зеленский может предложить? Какой переворот доски? Вы же помните, в начале недели говорили, там чуть ли он не собирал Малюков, Будановых, чтобы что-то произошло, чтобы каким-то образом как бы сорвать или повлиять на... Ну, осталось там 12 часов, даже чуть меньше. Есть какие-то ходы у Зеленского? У Зеленского всегда есть прекрасный ход. Он называется «куля в лоб». Потому что, по большому счету, как мы знаем из истории, обычно это самый лучший способ облегчить страдания себе и другим. Потому что все то, что начудил непосредственно Зеленский, от его тупых решений, от его высказываний, от его дурного рта, от его больного сознания, в принципе, зависит по-прежнему судьбы миллионов людей, как минимум тех, которые являются гражданами этой страны, вне зависимости, в санкциях они или без санкций, потому что он, непосредственно он, подписывал документы, непосредственно он ставил свою печать и визировал всевозможные вот эти все законодательные нормы. То, что он менял законодательное поле, то, что он менял правительство, то, что он, скажем так, подписывал законы антинародные, то, что он из Украины превратил концлагерь. Это, в принципе, те люди, которые он поставил на эти места, окружил себя. И эти люди, соответственно, устраивали все то, что сейчас происходит в Украине. Жизнь невыносимая, территории потеряны, ткань общественная разорвана в клочья, люди не могут вообще спокойно жить, дышать, перемещаться в пространстве. То есть людей лишили всех прав и свобод, всех без исключения. И, конечно, сейчас это агония перед смертью, как говорится. Это уже, знаешь, вот эти предсмертные, скажем так, Конвульсии, ужасные да. какие-то судороги, то, что они уже полетели, на головку сели, но они же не могут посмотреть на себя со стороны. Если бы они понимали, чем они занимаются там на Банковой, что они, люди, которых избрали народным голосованием, ладно, уже не важно, там это было настолько честно, как нам хотелось бы в это верить, или это была подстроенная ситуация, но в любом случае все эти годы у них была возможность садиться за стол переговоров, договариваться, останавливать эту войну, пытаться найти компромиссы. То, о чем говорил Трамп в последних своих выступлениях, что 3 года у него была возможность ездить и решать, он 3 года ездил, и все не туда, и решал все не то. Поэтому с Зеленским мира не будет. Я теперь еду и буду договариваться о мире хорошем или плохом. Это уже не имеет значения, потому что есть народная мудрость. Лучше плохой мир, чем хорошая война. Судя по всему, война, которая разворачивается, и до того момента, пока ее никто не пытается остановить, она все больше и больше захватывает умов, территорий и пространств, и сфер жизни вообще мирового сообщества, человечества в том числе. Потому что это безумие, которое передается воздушно-капельным путем. Зеленский едет на какой-то саммит, покусает там как демон всех на свете или перецелует своим поцелуем Иуды всяких Урсул фон дер Ляйен, Шольцев, Макронов и его жен, мужей и прочих. И начинается, соответственно, такое же безумие в странах Европы. То же самое они начинают творить со своими людьми, потому что они Украину воспринимают как такой учебный трек. То есть если там происходит вот что-то, и оно прокатывает, и люди это глотают, то, соответственно, все то же самое можно творить в любой стране, во Франции, в Италии, в Польше, в А можно Чехии. вам такой вопрос, сложный на самом деле? Потому что я сам над ним думаю, и многие это дискуссии. А кого Трамп представляет на этом саммите? Я думаю, он представляет мировую элиту, та, которая на протяжении как минимум всего последнего известного нам хорошо по документам 20 века, в общем-то, распределяла роли, писала сценарии и решала все вопросы. То есть это решалы. Саша, не нужно сомневаться. На самом деле, вообще, вот если бы мы с вами
были более циничные, хотя мы, в принципе, до определенной степени циничные люди, но все-таки мы люди, которые испытываем сострадание к своим соотечественникам и обезумевшим с помощью средств массовой информации в том числе. Так вот, если бы мы были более циничными, мы эту встречу называли бы не саммитом, не международной встречей, а мы бы называли стрелкой, когда собираются главы двух мафий, которые получили мандат доверия от своих, скажем так, сопредельных государств, а точнее, можно сказать, от своей банды. Решают, кто будет давить ларечника. Да, на самом деле да. То есть они поняли, что уже те правила, которые были, и все нормально как-то там распределили свои активы и свои места заняли, они перестали работать. Если одна блоха, знаете, вот по-хорошему, конечно, если вот так вот вспомнить сказки, это называется «Принцесса на горошине», понимаете? Потому что одна маленькая горошина, которая лежала под 100 там этими самыми матрасами, она не дает спокойно спать огромному количеству достойных взрослых людей, как говорится. Ну, а естественно, за этими людьми стоит зона ответственности, стоят там какие-то бизнесы, страны, торговли, люди, народы, политические, культурные структуры. Соответственно, они понимают, что вот так вот одна блоха в ухе, есть еще тоже такое хорошее произведение, называется «Блоха в ухе», не дает никаким образом успокоить этот мир. Постоянно мутит, крутит. Но вот поэтому я называю Зеленского чертом, чертом, демоном, понимаете, бесом, который все время не дает покоя никому. Соответственно, нужно угомонить черта и поставить все на свои места. То есть настало время сделать новую расстановку, распределить силы. Более того, вы же знаете, Саша, что Зеленский является острием, скажем так, интересов британской так называемой империи. То есть это слуга короны, британской короны. Соответственно, так как британскую корону не позвали непосредственно на переговоры, и там тоже есть определенные разногласия между Соединенными Штатами и, скажем так, британской короной, между их собственными элитами, то Трамп, получается, он представляет ту группу людей, которые находятся в определенной конфронтации к, скажем так, кланам, которые служат британской короне. Но в любом случае, я вот, знаете, размышляла над этим, и мне все время вспоминается вот эта прекрасная фотография, где сидит по центру Рузвельт, а по краям сидит Черчилль и Сталин. То есть вот они так и сидят, и сидели на этой фотографии, так и происходит ситуация, что над, скажем так, ситуацией находятся Соединенные Штаты Америки, которые всегда могут дистанцироваться и вынуть себя из системы координат и сказать, что на самом деле война-то происходит у вас на континенте, у вас в Европе, а получается два крайних государства – это Россия и это Великобритания, то есть Соединенное Королевство. За ними стоят доминионы и, скажем так, страны Океании, так называемой, за Россией, сфинксом, который, значит, ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью, а за ними стоят Китай и прочие другие страны Востока. Соответственно, вот эти две цивилизации, опять же, на этом же поле боя, которые, к сожалению, являются территорией России и Украины, большой России, Российской империи, Советского Союза, отдельно взятой Украины, независимой от здравого смысла. То есть это вот эта вот территория, зона, на которой всегда происходят эти столкновения. Вот это вот поле, литераль, когда океан приходит, а океан уходит. И вот сейчас наступил очередной период отлива. То есть сначала наступала вода, вот эти вот все, скажем так, страны моря, они шли, продвинулись до какого-то периода. Вот это же распространение НАТО на восток, это как волна, которая тебя заливает. И люди, когда идет цунами, когда идет затопление, они же предпринимают какие-то шаги.
они там какие-то мешки ставят с песком, я не знаю, там что-то пытаются как-то отодвинуть эту воду. И в какой-то момент последний барьер наступает, когда действительно можно остановить эту воду и начать ее постепенно назад отталкивать. Вот в принципе, вот это то, что мы в глобальном масштабе видим. А все остальное, вот люди, их личные истории, что они там потеряли или что они там нашли, это уже частности. Кулеба нашел, теперь может потерять. Соответственно, он говорит из этой позиции. Люди, которые рванули на ту сторону и, как говорится, там уже в пиратском лагере нашли себя и отлично себя чувствуют, они тоже не хотят терять новые приобретения. А те люди, которые остались здесь, страдают от бомбежек, не могут нормально жить, не могут нормально спать, не могут плодиться даже элементарно, потому что они не знают, что будет ждать их детей, поэтому они не хотят плодить, как говорится, бойцов невидимого фронта. Когда какой-нибудь конченый Зеленский схватит твоего ребенка за шкирки, отправит его умирать в окопы, а потом тебе мешочек с костями твоего ребенка просто привезут, а может быть даже и не привезут. Мы сейчас об этом поговорим более предметно. Я всем напоминаю, мы в прямом эфире, 13:03 сейчас на часах. Опрос нашего эфира. Спасибо большое, почти 4000 голосов мы получили. Как отразится саммит на Аляске на боевых действиях в Украине? Затянет, ускорит окончание, резко оборвет или никак не отразится? Это лишь повод для России и США решить свои вопросы. В принципе, то, о чем вы говорите, и это, кстати, очень ложится в канву вопроса, а кого представляет Трамп? То есть лидера всего западного мира, части и так далее, и так далее. Поэтому это очень интересный аспект саммита, результатов которого все ждут. Важное обновление информации, приходит оно прямо сейчас, по поводу Рязани. Да? Рязанская область, это Шиловский район, вот этот пороховой завод, куда попали, там 5 погибших. 20 было пострадавших, ну, в общем, уточняется этот эпизод, по состоянию на сейчас есть погибшие, есть раненые. Я хотел бы, чтобы вот Аляску каким-то образом закруглить и перейти вот к тому, о чем вы вот только что, да, вот к состоянию украинцев. Вот приходит, например, NBC, информация прямо сейчас, Трамп же вылетел, ну вот, на Аляску, тоже летит Трамп. Значит, пока он не собирается звонить Зеленскому или европейским лидерам перед российско-американским саммитом на Аляске, пишет NBC. Однако пока не ясно, изменится ли это во время самого полета. Там 7 часов лететь из Вашингтона в Анкоридж. Поэтому вот такая информация вот у нас сейчас есть. Сейчас какая-то вот странная история. Одни говорят, что после этого саммита, как бы он чем там посмотрит в глаза Путину, Трамп, помните вот эти выражения и так далее. Чем бы он ни завершился, то следующий саммит будет на 3: Зеленский, Путин, Трамп. Где-то в Европе или на Ближнем Востоке. Но это вот как бы ажиотаж этого прожил где-то сутки, а на вторые сутки после заявления самого Трампа об этой встрече на 3 пошла другая информация, что сначала встреча, ну, условно, на Аляске, а потом в Россию приглашают Трампа. То есть сейчас непонятна вот эта вот механика. То есть они встретились, о чем-то договорились, что-то решили, а потом с Зеленским будут встречаться или опять будут встречаться, но уже на российской территории. И вообще вот эта встреча на 3, как вы ее оцениваете? Это что? Да ты посмотри, Саша, правда, правда, еще раз правда, прости, пожалуйста. Как я оцениваю эту ситуацию? Но на самом деле это все будет очень долго решаться, я думаю. Будут летать друг к другу в гости. Шарик в гостях у Барбоса называется. То есть они в любом случае будут встречаться, как в этом прекрасном анекдоте, который когда-то рассказал Никулин незабвенный. Я думаю, что все, кто Украину мовні, и все, кто Москву роти, прекрасно помнят те времена, когда мы были жителями одной прекрасной, огромной, большой страны, которая открывала для людей невероятные возможности для развития. И только дебилы очень сожалели о том, что эта страна не открывает им прекрасные возможности и хляби для их больного сознания и международного бандитизма. Но сейчас, как говорится,
страна возможностей уничтожена, а международный бандитизм процветает. И для нормальных людей это, конечно, ненормальная ситуация. Но вместе с тем вернусь к анекдоту Никулина, когда он рассказывал, да, вы помните, что в небе, значит, встречаются две баллистические ракеты, советская и американская, и начинают беседовать, спрашивают: ты куда? Я к вам. А ты куда? А я к вам. И американская говорит: о, я тебя никогда не видела, советская ракета, вот ты какая, оказывается, я думала, тебя и нет. Она говорит: я тоже тебя никогда не видела. Так, может быть, давай за встречу выпьем? Они, значит, выпили по одной. Говорит: ну ладно, что, полетели? Он говорит: да нет, давай хотя бы еще побеседуем, как у вас там дела. В общем, они беседуют. Русская ракета говорит: давай еще раз выпьем. Они еще раз выпили, потом еще выпили, а потом на пасашок. И, значит, американская ракета говорит: что-то я себя плохо чувствую. А русская говорит: так давай я тебя до дому доведу. То есть на самом деле, вы понимаете, Александр и дорогие друзья, мы сейчас с вами будем наблюдать вот эти вот большие шоу. То есть вообще вот этот ажиотаж, мировой ажиотаж, который вокруг этой встречи, все встрепенулись, подняли свои, как говорится, знамена, все побежали, кто на акции, кто, значит, деньги в крипту переводить, кто под матрасом, значит, или из-под матраса зелень свою, нажитую непосильным трудом, переводить во что-то. Короче говоря, все понимают, что все будет меняться. Но пока что никто не понимает, как это изменится. Потому что, как вы правильно заметили, Саша, что Трамп не представляет объединенный Запад. Он представляет определенную группу людей, которые стоят за ним и у которых есть желание урегулировать этот вопрос. Потому что в тех условиях, в которых сейчас живет мир, они не могут нормально торговать, строить, потому что у них нет никаких перспектив и нет никаких правил, потому что это бои без правил. Но есть огромное количество элит, которых это устраивает, и которые считают, что Трамп поломал им игру. Они так долго налаживали этот процесс ограбления всего мира, и за счет всего мира они через финансовые структуры, через доллар вообще грабили всех, наживались, и у них карманы пухли, как на дрожжах, а точнее на человеческой крови. И, конечно, их будет, скажем так, не устраивать любой результат, который будет на этом саммите принят. Соответственно, мы слышим голоса всех тех, кто, смотря на эту ситуацию, понимают, что нужно что-то менять. Кто-то пытается угадать. Мы как в казино мировом находимся. Потому что каждый приходит в это казино, и каждый играет там свою роль. Есть крупье, которые раздают ставки. Есть лохи, которые ставят. Есть профессиональные игроки, которые что-то пытаются вычислить. Есть те, кто впервые попал в казино и ходят, смотрят, вообще не могут понять, что нужно делать. В однорукого бандита играть или в какую-то другую игру более сложную. А есть хозяева казино. На самом деле, тут вопрос в том, что каждый из этих президентов неравнозначные единицы. Потому что если Трамп представляет какую-то группу людей от своего лагеря, то у Путина есть достаточно серьезное основание считать, что он один из хозяев игры с этой стороны. Поэтому, безусловно, вот этот ажиотаж, он потому, что люди ничего не могут сейчас спрогнозировать. Вот такого еще никогда не было, и вот опять называется. Ну и вы В понимаете, зависимости тут от... тоже очень интересный момент, когда мы говорим, кого представляет Трамп, и пытаемся подискутировать и от этого оттолкнуться. Я просто не хочу разбирать команды, вот эти пятерки, об этом многое сказано. Уитков будет, да, со стороны американской. Экономический блок достаточно серьезно представлен. Вовсю уже писали, там, ночная пресса и вчера вечерняя, о том, что будут снимать санкции, потому что хоть Трамп и грозил там вербально, да, но до 20 августа все ограничения, наложенные американцами на Россию, сняты. Те, которые касаются
со саммита, да, подготовки, организации, перелеты, там, закупки, какие-то моменты, то есть транзакции, то есть, пожалуйста. Это, кстати, очень интересно, наверное, на протяжении дня, ну, сейчас там ночь, да, то есть вряд ли это будет, ну, это потом появится, там, а можно российской карточкой расплатиться где-нибудь там в Анкоридже? Тоже будет интересно, потому что... Нет, я думаю, нет. Скорее всего, это не дойдет так быстро до самых нижних этажей. Но, Саша, вы понимаете, это и есть маркер. Это и есть маркер, что Трамп представляет ту группу людей, которые хотят и стремятся к миру, потому что они могут решать свои вопросы только когда есть мирное сосуществование, когда оговорены правила. Когда люди хотят торговать в открытую и получать прибыль, и не бояться, что к ним прилетит ракета баллистическая и не только, или беспилотник будет за ними гоняться, значит, они хотят мира. Если бы они брали другую команду, если бы ехали на эту встречу ястребы, то это был бы другой состав. Понятное дело, Витков едет, потому что он вел все вот эти предварительные договоренности. Соответственно, он связующее звено, которое в случае чего может напомнить, кто кому, где и что. Ну, то есть, опять же, возвращаясь к вот этим всем мафиозным структурам, это такой консильери, понимаете? Это человек, теневая фигура, которая собирает все ниточки воедино и клубочек вот этот вот заворачивает. Мне кажется, что даже по составу делегации можно сделать вывод, что все-таки едут они туда с намерением заключать какие-то мирные условия дальнейшего распределения ролей и, соответственно, места в этом новом мире. Плюс разошлась эта цитата, ну, в общем... Опять-таки, российская сторона. Песков и Ушаков комментируют график встречи вообще, ну, что зачем, куда и почему. И сейчас остается главная загадка, будет ли совместная пресс-конференция. В Москве пробросом, ну, Песков говорит, ничего подписывать не будем, документов не будет, это все расхватали, все. Но там же очень интересно зашито. И Ушаков, и Песков говорят, что будет совместная пресс-конференция. В Америке по понятным причинам, потому что, ну, чтобы там Трампу русский след опять, там, любовь к Путину не приписали. Он же противостоит всей западной прессе, по большому счету, Трамп. Говорят, что нет, это, типа, посмотрим, моя будет пресс-конференция. Ну, то есть, со стороны Америки непонятно, а Россия дает понять, что, судя по всему, к чему-то они уже, наверное, пришли, что-то формализируют и выйдут вместе на итоги после саммита. Вот это вот очень интересный маркер, очень интересный показатель. Вообще много сейчас людей говорят, что вот что-то уже готово. А вот насколько это будет формализировано, то ли подписями, то ли выходом совместным и, ну вот, как бы совместным заявлением, вот это мы будем наблюдать и за этим будем следить. Можно я прокомментирую по поводу Трампа и его отношения к прессе? Вот я сейчас вам, Саша, приведу, и вы поймете, о чем идет речь. Вот смотрите, вы же тоже были частью сообщества журналистского, да, профессионального в Украине. Но с учетом того, что вы там долго работали, как и я, в частности, да, там в шоу-бизнесе и в журналистском сообществе, мы прекрасно понимаем, у кого откуда ноги растут, кто за кем стоит и какие, например, средства массовой информации несут ту или иную беду по весеннему по льду, и кто является хозяевами и заказчиками этих нарративов, так называемых. Поэтому, когда вы, Саша, например, оказались в экстремальной ситуации, вы, по сути, бросили же вызов всему вот этому профессиональному сообществу, в котором до поры до времени вы были частью этого профессионального сообщества. Соответственно, Трамп, так как он часть вот этого шоу-бизнеса американского большого, он сам шоуменом был, он понимает, как делаются эти новости, из чего они стряпаются, куда и кому они вываливаются на головы, какие смысловые конструкции они несут, на какой электорат это все распространяется. Трамп бросил вызов всему вот этому СМИ-сообществу в Соединенных Штатах Америки, потому что он прекрасно понимает, что большинство из них полностью кормятся с руки
Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Поэтому он плевать на них хотел, поэтому он им говорит, что закройте свои рты, вы грязные газетенки и издательства, вы всегда искажаете правду, вы все выворачиваете в выгодном для вас свете, вы никогда ни одно мое действие реально не осветите, потому что вы изначально являетесь конкурентами и, можно сказать, врагами непосредственно той концепции и идеи, которую продвигает Трамп. И, соответственно, по всему миру тоже происходит такая же история. Но не нам с вами, Александр, рассказывать людям, я думаю, что даже люди, которые просто в этом давно уже варятся, интересуются, они прекрасно понимают, что все средства массовой информации по миру полностью находятся у определенной группы, скажем так, людей, которые обладают властью и распространили ее по миру, в том числе в те времена, пока Соединенные Штаты Америки гордо занимали звание гегемона, и все с этим соглашались. Да, Поэтому, конечно, вот эти вот, понимаете, сейчас я доскажу, вот эти все разноголосые истории, будет пресс-конференция, нет, не будет пресс-конференции, выйдут, нет, не выйдут, прилетят, нет, не прилетят. Это все остатки вот этой вот былой мировой роскоши. Потому что никто не знает, кроме Трампа и Путина, когда они сядут друг напротив друга, посмотрят друг другу в глаза и поймут, что они серьезно настроены, они приехали туда для того, чтобы в очередной раз переиграть друг друга и в очередной раз понять, какие карты на столе у каждого и кто в конечном итоге будет сверху. Если они действительно договорятся и будут по-честному до какого-то периода там выполнять свои договоренности, и наш пацан сказал, пацан сделал. То есть будут хозяевами своего слова, и у них есть на это карт-бланш, и им выдали этот мандат доверия, то, в принципе, никто не знает, выйдут ли они вместе, дадут ли они совместную пресс-конференцию, будет ли какой-нибудь коммюнике, и будет ли это потом исполняться в дальнейшем. Поэтому все, вот Песков, там, Лавров и там Вытков, кто угодно, у кого сейчас не спроси, никто не знает результатов. Каждый, вот точно так же, как мы с вами все равно, что сидим и беседуем, и свои предположения выдвигаем, точно так же и все остальные выдвигают свои предположения на основании того, что бы они хотели в дальнейшем видеть. Так как мы хотим мира, и нам было бы интересно, чтобы они договорились, и чтобы этот вопрос начал урегулироваться в дипломатическом русле, чтобы не страдали люди, остановили огонь, чтобы не летели беспилотники, чтобы какая-то более-менее нормальная жизнь налаживалась, мы говорим соответственно. А кто не хочет и кому нравится война, кровь, Притула, например, он хочет мира? Я думаю, вряд ли, потому що вже лохи не будуть збирати на безпілотники. І вже безпілотники це треба буде шукати нових якихось клієнтів десь там в колумбійському колумбарії для того, щоб продавати ті безпілотники. І як ти на них заробиш, якщо вже їх треба буде в Колумбію переправляти, доправляти, то це вже треба буде наложеним платежом платити зі своїх власних коштів. То він хотів заробляти на тій війні, а не потім ці гроші спустити на те, щоб позбавитися тих безпілотників. Смотрите, Поэтому... понятно, что и Стерненко, и Притула вряд ли хотят окончания войны. Они там вот снимают ролики новые, интересные, как бы, да, пьешь чашечку кофе, а там на дне Стерненко выглядывают, сбрось 2 гривни. Вот. Меня вот в этих всех... Ну, понятно, что сегодня исторический день. Понятно, что все разговоры только про Аляску, все разговоры про детали, что там, где там, выйдут, не выйдут, правда, там договорились ли, договариваются, начало или конец. В любом случае, это переломный момент, определенный исторический, политический. Это событие года. Вот как ни крути, это событие, политическое событие года, эта встреча. А может быть и века, Саша. Может быть и века. Поэтому это прям интересно, все интересно. Тем более, что Путин обмолвился про стратегические наступательные вооружения, когда собирал совещание у себя перед вылетом на Аляску. В общем, действительно, геополитически это очень важно. Но в эти моменты, когда это все обсуждается, мне становится горько, потому что на украинцев плюют с высокой колокольни. И когда сидит там какой-нибудь там дворник, который там отбился от ТЦКшников, например, да, или какой-нибудь там сбежавший, или какой-нибудь трясущийся в бусике мужик, и вот это вот слушает условно, да, об этих
Трампах, Путинах, у него свой мир, своя жизнь. Сегодня ГБР сообщила очень интересную информацию. Суд в Донецкой области за $3000 помогал отцам несовершеннолетних детей выезжать за границу. Значит, принимал он фиктивное решение о разводе, лишении родительских прав матери. Таким образом, мужчина становился единственным опекуном ребенка до 18 и, в общем, освобождался от мобилизации. С начала войны до конца 2024 года было вынесено более 120 таких решений, в том числе в отношении самих работников суда. Ну, то есть работники суда фиктивно разводились через суд, оставляли ребенка с собой, лишали родительских прав и выезжали за границу. Значит, 40 мужчин выехали, почти все не вернулись. Подозрения получили там, глава суда, помощник, секретариат и так далее. То есть Донецкая область, прифронтовая. И вот судебная вот эта мафия вот это все решает и для того, чтобы могли выехать за вот эти 3 года. Проходит, то есть, опять-таки, во-первых, география, Донецкая область. Во-вторых, люди бегут от этого. То есть, люди, которые в орбите судебной системы, которые причастны, каким образом, там, канцелярия, там, даже уборщица в суде, это не уборщица на пивзаводе, например. Они все варятся, они понимают, да, то есть это как бы к чему все идет. И вот Зеленский выходит позавчера, по-моему, да, к молодежи и дарует вольную. Говорит, до 22 лет теперь можно будет ездить как до 18 за границу, поэтому, мол, спокойно, не забирайте своих детей, не увозите. Я это принимаю решение, говорит Зеленский, чтобы было больше свободы. Да-да. А люди сидят, вот эту затертую до дыр, заплесневелую Конституцию листают и говорят, подождите, так у нас по Конституции эта свобода есть у всех. И это нарушение, нельзя по возрасту, по полу, по, там, не знаю, по разным признакам человека или давать, или отнимать ему это право. Это абсолютный нонсенс, так нельзя. Да, есть военное положение, есть ограничения. Вы это приняли, но не законом, а черти чем, правилами. То есть это даже не закон. Вы неправильно это все сделали. А теперь вот это вот все как бы с барского плеча даруете свободу. Как вы относитесь к этому решению? Зачем Зеленскому до 22 лет выпускать молодежь, чтобы возвращалась она? Или действительно ли это признак какого-то конца войны? Ой, Саша, вы такую тему затронули, особенно по поводу лишения родительских прав матерей. Вы же знаете, что до всех этих событий я 5 лет своей жизни положила на то, чтобы защитить вообще детей от безумных родителей, вне зависимости, отцы это или матери, потому что, к сожалению, время такое наступило, что и женщины уже одуревают и могут быть врагами своим собственным детям и шантажировать своими собственными детьми. Но в основном это, конечно, мужская прерогатива. Они не испытывают материнских инстинктов, и очень часто дети являются заложниками сложных отношений между мужчиной и женщиной. И, в принципе, в свое время, вот когда законодательно пытались защитить детей от безумных родителей, мы и меняли законодательство в сфере семейного права, там по алиментам, там тоже всплывал этот вопрос, значит, родительских прав как таковых. Так вот, я вам скажу, что организовалась тогда целая мафия по Украине, такая группа, которая называлась «Батько має право». Это была группа мафиозных юристов, которые реально женщин, у которых был бизнес, там были возможности, у которых было что отжать, они с помощью вот таких папаш, горе-папаш, которые бросали женщину с ребенком, занимались своими личными делами, а потом, когда нужно было поправить свое финансовое положение, они обращались к этим юристам, и они начинали бомбить этих женщин, похищать детей, потому что если ребенок похищен отцом, то в принципе в законодательном поле украинском нет регулятора для того, чтобы считать это похищением, потому что вроде как отец тоже имеет право на этого ребенка. Они похищали детей, там, шантажировали этих женщин. Женщины отказывались от всего, от имущества, от всего, лишь бы только ребенка к себе вернуть. Короче, эта группа преступных юристов, она уже давно отточила все свои инструменты. И то, что сейчас этой группе
группе вот во время этого военного положения нашлось применение, и они все свои навыки применили для того, чтобы освобождать некоторых мужчин от воинской обязанности, и вообще непонятно, это было по взаимной договоренности с женщинами, это жены, например, своих мужей пытались таким образом спасти, чтобы они хотя бы сбежали за границу и пережили эти времена, или это было по-наглому, по беспределу, там в каждом отдельно взятом случае нужно разбираться, но то, что вы правильно заметили, что любой суд в Украине – это всегда сама по себе мафия, где даже уборщица и буфетчица будут иметь преференции. Потому что, как вы знаете, все судьи имеют большое количество черных рабов, помощников так называемых, которые готовят им документы, там все эти, вот эти все позовы там и все остальное. И понятное дело, что так или иначе это прямо вот группы людей, которые действуют в своих собственных, в первую очередь, интересах. И вот это вот законодательное поле крутят, мутят, как цыган солнцем называется. Поэтому, конечно, это очень сложный вопрос вообще, как к этому всему относиться. То, что в Украине сейчас вообще нет законодательного поля, ну, то есть разорвана не только ткань вообще общественных отношений, человеческих отношений друг с другом, потому что все ненавидят всех, все боятся всех. Люди, как крысы, как свиньи, срут друг другу на голову, ползут по голове друг к другу куда-то, я не знаю, на вершину горы. То есть вообще уже никого никто не слушает, никто никого не уважает, никто никому не друг. Все друг другу волк и враг. Поэтому, конечно, можно листать Конституцию сколько угодно, но когда гарант Конституции по этой Конституции срет на эту Конституцию и, в принципе, полностью закрывает Конституционный суд, заколачивает гвоздями, ограничивает все конституционные права, решает все своим росчерком пера и, по сути, из республики и устройства парламентско-президентского, он, в принципе, это превращает в королевство в лучшем случае, а на самом деле в управляемый со стороны концлагерь, где он занимает позицию надзирателя этого концлагеря, где он делает все, что ему разрешат его белые господа. Ладно, если бы он еще сам по себе стал королем и решил, что это его королевство, но где-то в какой-то части он бы был заинтересован в его развитии, в его положительном, скажем так, имидже в мире. Он бы не ссорился со всеми соседями, с кем только можно было поссориться. Он бы не уничтожал до такой степени народонаселения. Он бы не устроил бы вот эту бойню между всеми элитными группами. То есть он бы хотя бы на кого-то опирался, кроме как на самого себя и группу своих подельников из 5-6 его так называемых эффективных менеджеров. Это же цирк. Отпустить всех до 22, ну, конечно, все возьмут и уедут, понимаете? То хоть... Нет, не уедут, Саша. Как уедут? Куда уедут? За какие деньги уедут? На самом деле там же есть нюанс. Не просто всех до 22 лет, а тех, кто учится в иностранных вузах, у которых есть инвойс. Это значит, что были оплачены их, скажем так, обучающие программы, то есть что они действительно студенты, что у них есть там место, куда они едут, там стипендия и прочее и тому подобное. И вуз дает подтверждение, что это наш студент, поэтому дайте ему возможность выехать. То есть для того, чтобы спасти своего ребенка, родителям нужно срочно где-то организовать, значит, обучение его ребенка, получить эти документы, возможно, тоже на вот этих вот основаниях, понимаете, оплатить, и только тогда тебя выпустят свободно. То есть это еще одна схема коррупционная, когда можно человека обелетить, и он таким образом якобы легально выйдет за границу. А всех нет. Снежана, ну, сейчас говорят, что всех. В общем, посмотрим. Это в конце августа решится, к сентябрю. Хотя, если, допустим, по обучению все как-то так разводят руками, подождите, так это надо было принимать в мае. Ну, условно, чтобы сохранить детей здесь, абитуриентов, чтобы не валили из 11 класса, не переходили в старшую школу. Ну, это такой момент. Очень короткий комментарий я попрошу вас сделать по поводу инициативы Федорова.
об онлайн-разводах в Украине. Он это анонсировал, с сентября анонсировал смену фамилии, ну, в общем, вот это все. Ну, как бы ДИА, цифровое государство, теперь можно в ДИА прям взять и развестись. Есть там ряд нардепов, например, нардеп Бужанский, есть ряд просто людей, которые в шоке, говорят, ребята, что вы делаете? Система разводов в Украине, она строится так, что ну, шанс сохранить семью, если вы условно с первого числа или там со следующей недели возьмете, сейчас там натыкают в этой идее, что у нас вообще семей не останется в Украине, потому что люди друг от друга далеко, отношения разные, у всех там свои заскоки, жизнь тяжелая, поругаются, психанут, в ДИЕ разведутся и все. Как вы к этому относитесь, зачем это делается? Саша, вы помните, когда все это началось, Зеленский провозглашал такую версию, которую он сейчас воплощает в жизнь, которая называется «краина в смартфоне». То есть все в смартфоне. Смартфон выключил, электричество кончилось, у тебя нет краины. Вообще ничего нет. Вы говорите, семей не останется. У нас уже людей не осталось. У нас людей, которые способны работать, которые могли бы приносить пользу государству, которые могли бы жениться, плодиться, рожать, воспитывать детей, водить их в школы вообще, как-то из них людей каких-то делать, уже не осталось. Все те, у кого были руки, ноги и мозги в голове, хотя бы их какое-то количество в процентном соотношении, все сбежали из этого концлагеря. Это безлюдное пространство скоро будет, потому что те люди, которые не смогли сбежать по разным причинам, старики, например, которые сказали, куда нам уже бежать, снова все начинать, мы уже здесь будем, как говорится, терпеть и умирать, кто когда, как говорится, без лекарств, без нормальной жизни, в постоянном стрессе, вот в этих всех тревогах бесконечных, в этих всех каких-то невыносимых условиях, ужасные цены высочайшие, когда люди не могут ничего, каждый день ты ждешь вообще, будет у тебя пенсия, не будет, будет у тебя вода или не будет, будет у тебя свет или не будет, будет у тебя электричество или не будет. Вообще люди живут в стрессе постоянном. Соответственно, все старшее поколение начнет просто вымирать, а молодежь уже вся выехала. То есть какой-то небольшой процент, но мы не знаем, так как эти статистические исследования не ведутся. Никто не знает вообще, сколько еще осталось граждан на территории страны, в каком они состоянии, на что они способны, что вообще из себя представляет экономика Украины. Ее нет, по сути, инфраструктуры нет. Населена роботами, понимаете, планета шелезяка. Все идет к тому, что это пространство будет вот этой буферной, санитарной зоной. Потому что через 10-15 лет, если это все не остановить, если это все не остановить вот в таком состоянии и не попытаться что-то как-то это все вернуть в нормальное состояние, здесь будет выжженная пустыня, поле. Ну вот как после ядерного взрыва в Славутиче, да, будут расти леса, летать птицы, бегать, значит, какие-то волки, поедать лань, но людей здесь не будет. Потому что вот такие, как Федорив, но это же заказ, который он получил. Они полностью сняли базу, они загнали насильственным путем людей в эти все программы, в эту ДИЮ, для того, чтобы всех контролировать, для того, чтобы у них были полные профайлы на каждого человека. Есть все твои счета, банковские карточки, медицинские карточки, твое семейное положение, кто ты, где ты, что ты. И, в принципе, по большому счету, тебя можно отловить, изловить, выловить, поставить раком и отжать у тебя все на любом конце, как говорится, этой планеты. И если человек, например, не перешел, не переключился в какую-то другую систему, не подключился, да, ну то есть не стал гражданином другой страны, не открыл себе другие банковские счета, не пошел на другую работу и не начал пользоваться другими услугами, то по большому счету это концлагерь. Поэтому, конечно, они делают все, что хотят, потому что им дали на это карт-бланш, потому что это план ОСТ товарища Адольфа Алоизовича Гитлера, но только в новой интерпретации. Благодаря новым технологиям и вот этим техническим прибамбасам они его воплощают в жизнь таким образом. То, что получается, что неважно, если ты живой реальный человек, это мертвые души Гоголя, понимаешь? То есть по документам в ДИЕ
Вообще-то у Украины сколько там, 45 миллионов или 42 миллиона. Вообще-то украинцам по документам в ДИЕ и в версии Федорева, и в версии Владимира Александровича Зеленского у нас огромная и мощная страна. У нас мощная армия, у нас экономика растет не по дням, а по часам. Ну, И мы так вообще проще, побеждаем. так проще деньги сбивать с европейских партнеров Вот, на об душу этом населения. речь. Значит, подводим итоги нашего вопроса. Как отразится саммит на Аляске на боевых действиях в Украине? 4% резко оборвет, 6% затянет, 33% ускорит окончание и 57% считают, что никак, это лишь повод для США и России встретиться и поговорить о своем. Вот такие итоги, вот такие результаты. Друзья, давайте, Снежана, в режиме Блиц, буквально там по одному предложению, уделим время нашим зрителям в ответы на их вопросы. Значит, сообщество YouTube, Кристина Мина, вопрос, уважаемая Снежане, кто кого быстрее сольет, Зеленский, Ермака или наоборот? Ермак сольет Зеленского. Вот так вот, внезапно и неожиданно. Значит, здравствуйте, Снежана, из клуба зрителей «Шелест». Вопрос Алла задает. Спасибо за вашу работу. Вопрос. Допустим, война остановилась и у власти не зеленые. С чего, как вы думаете, стоит начинать восстанавливать экономику Украины? Как сделать так, чтобы Украина хотя бы могла жить без вливаний из Запада? Может быть, стоит договориться с Россией о продаже территории, чтобы она, скажем, за 200 миллиардов замороженного актива выкупила эти земли, ну, как Америка в свое время, Аляску? Но у Украины вообще нет шансов на выживание, если она не наладит свои экономические, культурные и политические связи с Российской Федерацией. Потому что, как вы помните, лучшие времена у Украины в состоянии независимости от здравого смысла были тогда, когда через Украину прокачивали русский газ, когда приезжали русские артисты, и когда, в принципе, было большое количество совместных с Россией проектов, и Украина дружила с Белоруссией, Молдовой и со всеми остальными своими, как говорится, граничащими с нею странами. Если украинцы не вернутся в нормальное состояние и не начнут договариваться со своими соседями, еще вчера родственниками и теми, кто были жителями единой страны, то у нее нет шансов на выживание. Потому что, в принципе, вот эти все границы, они будут сжиматься, и это шагренева шкура, которая просто уничтожит внутри себя вот это вот раковое образование. То есть если говорить об организме, знаете, то есть это раковая опухоль, которая разгулялась, разрослась, и происходит вот это химическое воздействие на эту раковую опухоль. Конечно, страдают все близлежащие органы, ну, если вот по аналогии проводить, потому что они тоже, как говорится, получают вторичный, скажем так, посыл. Но в любом случае, если не уничтожить вот этот нацизм, национализм, безумие, вот эту незалежность от здравого смысла, опять же, я повторяю, то, в принципе, у Украины нет шансов. Значит, вопрос от Эдварда. Вопрос гостей. Снежана, вчера одним из бывших украинских госслужащих третьего ранга в одном из эфире было сказано, что похищение и депортация в Украину политолога Кирилла Молчанова была тайная операция СБУ по вывозу своего агента, который раскрыл сетку медиа-агентов, работающих на Россию, на Украину. Как вы считаете, это правда или попытка опорочить имя Молчанова, оправдать действия спецслужбы Украины? Но знающие люди говорят, что это действительно правда, и что Кирилл Молчанов, в отличие от всех тех, кто, как депутат Шевченко, сидят в СИЗО, прекрасно разгуливает по улицам родного города, наслаждается жизнью, что и свидетельствует о том, что он действительно являлся агентом, внедренным, скажем так, в вот эти вот альтернативные власти, структуры. И, соответственно, под предлогом того, что он якобы борется с этой властью, критикует ее, он налаживал какие-то связи, контакты, и, видимо, он действительно людей поздавал. Так я думаю, и, по крайней мере, у меня есть такие информационные потоки от людей, которые знают, о чем говорят. Да, друзья, значит, много вопросов, когда еще будет Снежана. Со Снежаной у нас эфиры по пятницам, прямые, в записях, в общем, пятница, день Снежаны Егоровой, поэтому встретимся с ней обязательно через неделю. По поводу проекта «Шум» сам соскучился, честное слово, но такая вот история, сейчас вот это ходит, бродит, это новая зараза, да, то есть
с горлом, с кашлем, эти всякие отголоски этого, прости господи, коронавируса, да, новые мутирующие как бы формы, да, что как бы очень сложно выдержать. Сам хочу выйти к вам в шум, когда это будет возможно, обязательно выйду. И вообще спасибо вам большое, что вы такая замечательная, классная аудитория. Ставьте лайки, не забывайте, и давайте, как говорится, дружить аудиториями в том числе. Снежана, спасибо за время и мысли. Спасибо, дорогой Александр, выздоравливайте. Друзья, помните, что это все не новое, а хорошо забытое старое, потому что сезонные вирусы – это норма всегда была в жизни людей, и только лишь в безумных обществах, где врачи тоже могут быть онлайн, знаете, в принципе, ничему не стоит удивляться. Берегите свое здоровье, пользуйтесь старыми бабушкиными способами, пейте горячий чаек, и позитивное мышление всегда спасает человека от безумия. Смотрите нас с Александром Шелестом по пятницам. Теперь я буду пятница, а вы, Саша, Робинзон Крузо. Да, главное, чтобы остров был Обитаемый. с редкоземельными металлами, как Чтобы он был говорится. обитаемый, да. Да, друзья, всем большое спасибо. Берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.